Ну что, друзья, Новый год уже близко, и пришло время, чтобы узнать, в каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году и какие сюрпризы будет подкидывать жизни каждому из вас. И в этом видео мы будем разбирать годовой прогноз для восходящих дев. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! И прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог, и положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, оно, конечно же, полностью соответствует тому положению планет на небе, если вы возьмете телескоп и посмотрите в него. Разбор гороскопа у нас делается для восходящих знаков. Потому что именно так мы с вами устанавливаем факт того либо иного события в вашей жизни. То есть мы смотрим прогноз не для солнечных, не для лунных знаков зодиака, а именно для восходящих знаков. Если, конечно же, вы хотите получить максимально правдоподобный прогноз в событийном ряде. И на канале есть инструкция, как построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, либо, как мы по-другому называем, асцендент. Ссылка на это видео размещена в описании под этим видео, поэтому, пожалуйста, не поленитесь и постройте свои гороскопы и узнайте свой восходящий знак. Есть еще один момент. Прогноз на этот год в этом видео я буду делать по технике транзитов планет. Так как планеты на небе у нас постоянно двигаются, перемещаются в новые знаки зодиака, соответственно, по их движению мы можем сделать определенные выводы и установить факт тех либо иных событий в вашей жизни. План видео у нас с вами следующий. Сначала мы с вами рассмотрим транзиты наших самых больших и наиболее влиятельных планет. Это транзит Сатурна, Юпитера, Раху, Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И как раз таки они все вместе в 2025 году одновременно меняют свои знаки зодиака. Поэтому наша жизнь однозначно по всем фронтам примет новый вектор движения. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда будут ретроградными, и какие уроки они хотят нам преподать, и что от них стоит ожидать. После мы с вами обсудим коридор затмений, то есть это такие периоды, когда надо быть максимально аккуратными. И затем мы с вами сделаем обзор с датами по ключевым сферам жизни: карьера, финансы, личная жизнь, здоровье. И посмотрим более мелкие промежутки времени, когда стоит и соломки подстелить, и быть максимально настороженными, а когда все-таки стоит по максимуму напрячься, чтобы получить наилучшие и максимально благоприятные результаты в своей жизни. Ну что, давайте приступим. Восходящие девы, у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением вот этих медленных планет и их аспектов. И сейчас мы будем по порядочку с вами все расшифровывать. И начнем мы разбор с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн находится в шестом доме вашего гороскопа. Вообще положение Сатурна в шестом доме считается очень благоприятным, потому что Сатурн сам по себе у нас планета дисциплины, выдержки, повышенной трудоспособности. Шестой дом сам по себе тоже символизирует какой-то тяжелый, рутинный, повседневный труд. И, собственно, в этот период вам предстоит буквально с головой уйти в какие-то рабочие вопросы, в рабочие процессы, и придется пахать и оттачивать свой профессионализм до блеска. Работы в этот период действительно может стать больше, и ее вот монотонность иногда будет в какой-то степени вас напрягать, вас раздражать. Но, собственно, как гласит народная мудрость, терпение и труд все перетрут. Да, то есть тут главное все-таки не поддаваться вот этому соблазну, все бросить, чтобы найти счастье где-то в новом месте. Но по сути вам осталось потерпеть всего лишь первый квартал 2025 года, потом все поменяется. И, собственно, смена работы в этот период может оказаться неудачной затеей, потому что либо предложений будет очень мало, либо эта работа будет менее престижная и менее оплачиваемая. Так что все-таки лучше не рубить с плеча, а набраться терпения и, стиснув зубы, продолжать качественно выполнять свою текущую работу и, скажем так, выдержать этот марафон
до конца. Также вам придется решать некие вопросы с государственными организациями, либо пройти какой-то бюрократический круг ада для того, чтобы, ну, например, оформить какие-то документы, для того, чтобы заключить какие-то сделки и так далее. И, возможно, кому-то, например, придется взять на себя обязательства в виде сиделки, либо стать опекуном для кого-то, либо иным способом вы можете помогать нуждающимся, заниматься благотворительностью, например. И, конечно, вот со всеми этими обязательствами очень сложно справляться в одиночку. Поэтому вполне возможно, что вы можете обратиться либо к кому-то за помощью, либо, например, нанять ту же няню, ту же сиделку, либо, например, вы можете нанять помощницу по дому, которая будет помогать вам справляться с какими-то бытовыми заботами хотя бы. Кто-то из вас может нанять, например, себе администратора, либо другого помощника. И вот здесь главное помнить, что этот период, он абсолютно не про удовольствие, он именно про выносливость. И 6-й дом — это также у нас сфера долгов, врагов, болезней. И Сатурн однозначно будет поднимать эти темы в вашей жизни. У кого-то из вас на самом деле может проявиться какое-то хроническое заболевание. Либо это будут заболевания костной системы. Например, суставы, мышцы, спина могут болеть от какого-то долгого сидячего образа жизни. Поэтому здесь тоже рекомендуется пройти полный чекап организма и добавить физическую активность в свою жизнь. Сатурн не терпит ленности. Так что лучше добровольно добавить вот в свою жизнь там спорт, йогу, либо хотя бы какие-то прогулки. То есть, как говорится, движение — это жизнь, и в вашем случае это еще очень хорошая профилактика. Также Сатурн в вашем гороскопе управляет 5-м домом, а это сфера детей. И у кого-то из вас однозначно могут подниматься вопросы в отношениях с детьми, скажем так, вопросы отцов и детей. И с детьми формируются абсолютно разные взгляды на жизнь, возникает какое-то недопонимание в ваших отношениях, либо кто-то из вас может настолько сильно уйти с головой в работу, что просто вы будете меньше времени уделять своим детям, меньше с ними общаться и меньше времени в целом там, и проводить с ними, и участвовать в их жизни. И у кого-то из вас может сложиться на самом деле более неприятная даже ситуация, когда ребенок просто куда-то вляпается, вплоть до того, что может быть даже какое-то судебное разбирательство, в котором, естественно, вот вы, как родитель, будете принимать активное участие, чтобы его защитить. 5-й дом — это у нас также про какие-то увлечения, мероприятия развлекательного характера, то есть на вечеринки, клубы, бары. Времени, скорее всего, у вас просто не останется, потому что, опять же, вы с головой уходите в работу и, собственно, в своих решениях, в своих каких-то бытовых вопросах вы занимаетесь какой-то рутиной. И даже если вы будете посещать какие-то мероприятия либо обучение, то, скорее всего, они будут связаны именно с вашей профессиональной деятельностью. Например, изучение того, что можно потом применить и внедрить именно в свою работу. И также 5-й дом — это про интеллектуальную деятельность, про создание какого-то своего проекта. И вы можете очень много времени на самом деле уделять именно развитию своего проекта, в который вы погружаетесь головой и чуть ли не круглосуточно над ним работаете, пытаетесь его как можно шире, масштабнее развить, монетизировать, сделать его популярным. И вы можете привлекать даже какое-то дополнительное инвестирование в свой проект, либо вы можете воспользоваться чужими деньгами, либо вы будете получать какую-то компенсацию за свою деятельность от других людей, либо от своих клиентов. Но так как Сатурн — это все-таки планета ограничений, то вы можете получать гораздо меньше инвестиций, либо платежей в рамках своей работы, чем на то рассчитывали. Либо получать вы их будете с какими-то задержками, препятствиями и так далее. И с 8-м домом связана еще у нас одна интересная тема, то есть это тема исследований. Это как раз-таки те случаи, когда вы начинаете глубоко копать в интересующей вас теме и такие бац, натыкаетесь на что-то совершенно новое, о котором еще никто не знал, либо
то, о чем давно уже забыли, и вы делаете какое-то такое открытие, либо сами выводите какую-то формулу наблюдения, обнаруживаете какие-то интересные факты по той сфере, которой вы занимаетесь. И затем Сатурн, который аспектирует к тому же третий дом гороскопа, позволяет вам вот эти свои наработки, свои исследования показать именно через сферу социальных сетей, через сарафанное радио, через ведение блога, через распространение на каких-то медиаплощадках, там, через компанию единомышленников, которых вы тоже собираете на свои мероприятия, на свои мастер-классы, собственно, где вы можете вот презентовать вот эти свои фишки, свои исследования, свои наблюдения и так далее. Но мы с вами помним, что Сатурн, он у нас как бы немножко тормозит все процессы. Поэтому процесс распространения этой информации может быть не столь быстрым, как вам хотелось бы. И, конечно же, Сатурн с аспектом на третий дом говорит, что придется приложить немало усилий, и, возможно, кому-то из вас придется даже освоить своего, какого-то рода ручной труд, то есть, например, самостоятельно монтировать какие-то видео, писать посты для блога, писать в социальных сетях и так далее. И также, если вы захотите официально оформить результаты своей деятельности, то вам, конечно же, придется самостоятельно вникать и оформлять связанные с этим документы, и, возможно, даже вам тоже придется пройти очередные 7 кругов ада бюрократии, о чем говорилось, собственно, в начале этого ролика. Но при этом у вас есть хорошие возможности, чтобы совершать какие-то дальние поездки, командировки в другие страны, либо командировки в другие города по рабочим вопросам, либо это могут быть просто даже поездки с целью какого-то ретрита, перезагрузки, на обучение, либо на познание чего-то нового и так далее. А вот затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн переходит в 7-й дом вашего гороскопа. А 7-й дом — это у нас, конечно же, личная жизнь, бизнес, партнерство и в целом взаимоотношения с другими людьми. То есть этот период может сделать вашу социальную жизнь чуть-чуть более лаконичной. Новых знакомств может быть немножко меньше. Зато качество общения действительно вырастет на уровень лакшери. И Сатурн вам словно говорит: вот давай-ка без лишних пассажиров, только надежные, проверенные и серьезные люди рядом. И если вам посчастливится завести какие-то новые знакомства, новые контакты, то это, скорее всего, будут люди опытные, старше вас, возможно, авторитеты в своей области. И такие знакомства могут иметь на самом деле долгосрочную перспективу сотрудничества и взаимодействия друг с другом, и позволят вам выйти на новый для себя уровень, но при условии, что вы опять же готовы соответствовать этому уровню. Вы и сами можете стать более сдержанными, осторожными вот в этих каких-то знакомствах, настороженно подходить к людям, к общению с ними. Вы можете более качественно оценивать своих собеседников, своих оппонентов, то есть подходят они вам или нет, и как долго вы сможете с ними взаимодействовать вообще и сотрудничать. То есть Сатурн, как управитель 6-го дома, он может давать какие-то некомфортные условия для сотрудничества, конфликты, недопонимания, раздоры, выяснение отношений, из-за чего даже кто-то из вас вообще решит пересмотреть свой действующий круг знакомых и, возможно, произвести чистку. То есть оставить только самых надежных и преданных друзей, знакомых, партнеров, которым действительно можно доверять и на которых прям в любой ситуации чуть что можно положиться. То есть оставить только тех людей, с которыми вам еще долго шагать по жизни, или только тех, перед кем у вас есть определенные обязательства. И вообще, как великий перфекционист, Сатурн, конечно же, старается укрепить любые партнерские отношения, причем как деловые, так и супружеские. И он добавляет в вашу жизнь вот эту серьезность, ответственность перед другими людьми. И многие из вас начнут более качественно выбирать, с кем, когда и как проводить свое время. Потому что тенденция такая, что ваши поступки, каждый ваш шаг, он тоже находится словно под прицелом и под оценкой окружающих.
и люди могут начать судить вас и ваши действия достаточно строго. Любое времяпровождение и развлечения должны начать нести более серьезный характер и нести в себе некую пользу для вас, которую вы в дальнейшем сможете использовать. И, например, можно сходить куда-то там на выставку, на тренинг, на какое-то обучение, либо на какое-то иное мероприятие, чтобы, опять же, приобрести новые контакты и познакомиться с нужными для вас людьми, с которыми вы в том числе в будущем там сможете сформировать партнерство, либо какую-то совместную деятельность, там, совместный проект, или, например, вы можете с ними заключить, там, подписать договор на какое-то сотрудничество. И, конечно, есть еще одна тема в рамках партнерства, которую, опять же, будет поднимать у нас Сатурн, это тема личной жизни. Если вы еще находитесь в поиске своей второй половинки, то вот в этот период вам, конечно же, придется определиться, а какой человек должен находиться с вами рядом, с кем вы готовы вообще вступить в отношения для создания семьи, то есть каким должен быть ваш избранник или избранница. И вот именно на этот типаж вы будете ориентироваться, когда в том числе знакомитесь с потенциальными избранниками и кандидатами на свою вторую половинку. И это время не подходит для вступления в какие-то прям краткосрочные отношения, на какие-то случайные там романы, отношения просто ради галочки. Если вы будете подходить к этой теме, ну прям действительно вот с полной серьезностью и ответственностью за свои намерения, то у вас есть все шансы, чтобы встретить того самого партнера. Если вы уже с кем-то состоите в отношениях, но они официально еще не оформлены, и вы понимаете, что это не тот человек, с которым вы хотите построить семью, тогда эти отношения у вас могут прекратиться. То есть вы здесь расставите как бы все точки над и каждый пойдет своей дорогой. Потому что на самом деле вот будут всплывать какие-то разногласия, с которыми вы просто не будете готовы мириться, и лучше вот в этот период все-таки сосредоточиться на поиске новой кандидатуры, которая вам действительно подходит и с которой вам шагать по жизни. Но если ваши отношения все-таки пройдут проверку какими-то вот этими бытовыми испытаниями, либо, скажем так, ситуациями иного рода, где все-таки надо проявить и терпение, и понимание, и принятие своего партнера, и вы осознаете, что рядом с вами именно тот человек, с которым вы готовы прожить еще долго, тогда действительно есть все шансы, чтобы узаконить свои отношения. Ну а если же вы уже находитесь в браке, тоже готовьтесь к экзамену на прочность своих чувств и отношений, потому что Сатурну все-таки надо доказать, что ничего в вашей жизни не поменялось, и ваш выбор действительно остается прежним, и вы в нем полностью уверены. Но в любом случае, все-таки, как управитель шестого дома, он тянет вот эту энергетику долгов, рогов, болезней в вашу личную жизнь. И вот, например, у кого-то партнер может тоже как-то заболеть, и ему понадобится дополнительный уход. То есть это будет не просто даже какое-то обычное недомогание, там, ОРВИ и так далее. Это может быть что-то посерьезнее. У кого-то из ваших партнеров может обнаружиться, например, какой-то другой избранник, либо параллельные отношения, которые, по сути, как враг, тоже вторгаются в вашу личную жизнь. Либо ваш партнер может взять что-то в долг, влезть в какой-то кредит, и вам придется это расхлебывать. Либо может скрыться какой-то обман, причем как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Ну а кто-то из вас может просто принять решение, скажем так, пожить отдельно друг от друга какое-то время, чтобы немножко отдохнуть и окончательно для себя понять, как действовать дальше и стоит ли продолжать эти отношения. И Сатурн действительно хочет навести порядок, но делает это с помощью каких-то препятствий и как будто кидает камушки в ваш огород. То есть в целом по сфере отношений, причем как в личной, так и в профессиональной сфере, с партнерами, с коллегами, с клиентами и так далее, могут присутствовать какое-то вот выяснение отношений, какие-то недомолвки, какие-то конфликты, какие-то споры. И, возможно, с кем-то, и, возможно, у кого-то даже проиграются судебные тяжбы. Но, тем не менее, эти трудности, они тоже имеют свою цель. То есть они хотят окончательно расставить все по своим местам.
и очистить ваши отношения от каких-то иллюзий, от обмана, от конфликтов, для того, чтобы в дальнейшем эти отношения либо переросли во что-то качественное и долгосрочное, либо, как лишний мусор, все-таки ушли из вашей жизни, и на место старого пришло что-то новое, и уж точно более качественное, надежное, судя по обещаниям такого транзита. И здесь все-таки главное помнить, этот транзит — это не наказание, это способ сделать вашу личную жизнь, ваши отношения более зрелыми, честными и открытыми. И отношения, которые пройдут проверку Сатурна, они в дальнейшем уже не рассыплются от какого-то малейшего ветра. И если что-то уйдет, значит, так оно и должно быть. И также Сатурн у вас аспектирует 9-й дом гороскопа и, конечно же, в первую очередь затрагивает тему отца, либо, как мы с вами уже говорили, это могут быть какие-то иные авторитетные и влиятельные люди, личности в вашей жизни, которые в какой-то степени тоже могут стать вашими учителями, наставниками, либо советниками. И с кем-то из них вы даже можете заключить партнерство, создать какой-то общий проект, либо просто обменяться, скажем так, полезными идеями. Может, ваш отец поднимется на ступень выше в карьере, поменяет каким-то образом статус, уволится, выйдет на пенсию, либо наоборот займет руководящую должность или, например, создаст свой бизнес, как вариант. Однако в этот период все-таки могут появляться и у него в том числе проблемы со здоровьем, либо он может оказаться втянутым в какие-то не самые приятные ситуации и участвовать в каких-то разборках, получать какие-то штрафы, получить какое-то наказание и так далее. К тому же и вы можете проходить какое-то обучение, курсы. Например, кто-то захочет поступить в магистратуру, пройти повышение квалификации, закончить какое-то образовательное учреждение. И также вы можете оформлять какие-то важные юридические документы, переоформлять бумаги и, собственно, решать вопросы тоже с органами власти и законодательством. Также Сатурн указывает, что вы можете занять какую-то руководящую должность, работать над личным брендом, над собственным позиционированием, когда вы, как руководитель, уже просто берете больше ответственности на себя и, собственно, демонстрируете всю свою эту экспертность и свой профессионализм именно в каких-то определенных кругах. Сатурн заставит вас жить по правилу меньше слов и больше дела. То есть вы в какой-то степени можете даже начать себя как-то ограничивать, держать в ежовых рукавицах, и сами себе вы будете устанавливать какие-то прям жесткие правила и расписания, по которому будете жить. Вы можете взять на себя много обязательств и взвалить на свои плечи на самом деле очень много дел, но, во-первых, вам придется их все-таки правильно организовать, а во-вторых, все равно у вас на душе может присутствовать такая, прям тяжесть и усталость от этой ноши. И, впрочем, время от времени вы все же сможете позволить себе немножко расслабиться, но это будет, скорее всего, просто как исключение из правил, да, и Сатурн, он на самом деле не из тех, кто просто все спускает на тормозах, и этих забот, задач в этот период у вас однозначно будет много. Много бытовухи, много дел, много профессиональной работы. Причем не исключено, что на фоне даже этой загруженности вы можете меньше времени уделять себе, своему здоровью, как-то забить на себя немножко, потому что результаты, которых вы достигнете, они для вас важнее. И могут всплывать какие-то вопросы, в том числе и по здоровью, которые вполне могут перерасти даже в хроническую стадию. И с этими вопросами вам потом придется сражаться и разбираться. Так что выделите на самом деле в своем расписании время для заботы о себе и о своем здоровье. И кроме того, Сатурн также может поднимать вопросы вашего места жительства. Возможно, кто-то уже приобрел недвижимость, кому-то это еще предстоит сделать. Кто-то может завершить ремонт и переехать в свою недвижимость. Кому-то еще предстоит сделать какие-то финальные штрихи, навести порядок дома. Я на самом деле, не могу сказать, что именно в 2025 году вас ждет переезд за границу.
Но вот какие-то поездки в соседние города, в соседние страны действительно вполне возможны. Это могут быть и просто путешествия, это могут быть командировки, это могут быть поездки на обучение и так далее. Кто-то из вас даже может приобрести автомобиль. Но, опять же, насколько он будет новый, а не бэушный, покажет ваша личная натальная карта. И также могут у вас подниматься какие-то вопросы с вашей матерью. И это либо будут вопросы по здоровью, либо она будет вовлечена в какой-то конфликт. В любом случае вам придется помочь и вникнуть в семейные вопросы. Но для матери наиболее опасный период это все-таки будет октябрь-ноябрь 2025 года включительно. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. А сейчас с вами поговорим про планету Юпитер. Это планета, символизирующая удачу, рост, расширение, благосостояние. И до 14 мая 2025 года Юпитер находится в 9-м доме вашего гороскопа. И 9-й дом — это, конечно же, в первую очередь сфера образования, приобретения новых знаний. К тому же Юпитер у вас и аспектирует дополнительно 5-й дом гороскопа. И вот, собственно, как мы и говорили, в первом полугодии 2025 года вы можете проходить какое-то обучение, какие-то там курсы повышения квалификации, поступать в университет или на какие-то иные образовательные программы. То есть вы можете каким-то образом, опять же, повышать свой профессионализм, свою компетентность, либо вы можете заниматься в этот период самообразованием и самостоятельно что-то изучать. В вашей жизни в этот период, опять же, могут появиться какие-то учителя, наставники, советники, люди, чье мнение вы будете слушать. Это могут быть новые руководители, у которых вы тоже будете перенимать свой опыт, новый опыт и знания. И, возможно, с кем-то из своих даже учителей вы заключите какое-то партнерское соглашение и, например, станете вот у этого учителя там куратором или помощником. Или, например, вы совместно запишете какой-то курс, либо придумаете какую-то совместную программу обучения, либо методологию. То есть что-то новое в той сфере вы придумаете, в которой вот вы, собственно, работаете, которой вы занимаетесь. И также Юпитер подтверждает, что в первом полугодии стоит ожидать какие-то вот поездки, путешествия, как-то временную смену места своего жительства. У кого-то из вас могут произойти даже заграничные поездки, и эти поездки вполне возможно будут с целью обучения. Это могут быть краткосрочные поездки в какой-то соседний город или просто за город. Краткосрочные по времени, по расстоянию, то есть из серии просто сорваться на выходные, куда-то там погулять. И в любом случае, какой бы ни была цель поездки, все равно вот эти путешествия, они будут позволять вам взглянуть на мир шире, немножко отдохнуть, расширить свое мировоззрение и в целом посмотреть на свою жизнь под другим углом, либо открыть для себя что-то новое, словить какие-то инсайты. Возможно, вы отправитесь даже в страну своей мечты, а может, у кого-то из вас это будет деловая поездка, которая принесет не только профессиональные бонусы, но и в целом обогатит каким-то образом ваш внутренний мир и подарит вам новые инсайты. Но так или иначе, Юпитер — это все-таки планета, которая у нас с вами отвечает за закон, и она тоже идет транзитом по сфере власти, решения каких-то законодательных моментов. Не исключено, что кто-то из вас может даже столкнуться с оформлением каких-то документов, например, оформлением визы для посещения другой страны, либо регистрация там договорных отношений с партнерами своими. Любые юридические моменты могут оформляться в этот период. И также в этот период вы можете посвящать много времени своим каким-то хобби, увлечениям. Кто-то будет посвящать время ведению блога, либо продвижению себя через какие-то медиаплощадки, либо в команде, там, в клубе единомышленников. И, возможно, вы даже начнете организовывать какие-то мастер-классы, тренинги, там, развивать нетворкинги. Кому в целом не интересна сфера медиа, да,
тот больше времени может посвящать работе именно руками. То есть что-то создавать руками, что-то мастерить, вытворять и так далее. Но в любом случае ваши идеи, ваши проекты, они начинают притягивать людей, с которыми впоследствии вы завязываете не только теплые отношения, но в целом и деловые отношения. То есть даже отношения из серии купли-продажи, либо оказания каких-то услуг. И в целом ваше продвижение возможно путем сарафанного радио. У кого-то из вас также могут появиться в этот период младшие братья и сестры, причем двоюродные в том числе. Либо вы можете начать сотрудничать или как-то помогать своим друзьям из детства, соседям, братьям, сестрам. Например, можете что-то для них починить. Либо вы можете помогать им с оформлением каких-то документов. Либо вы можете с ними создать какой-то совместный проект, либо какую-то совместную торговлю организуете и так далее. Что-то сделаете совместно. И также Юпитер указывает, что вам надо все-таки поработать над своим личным брендом, над своей экспертностью, понять, что вы из себя представляете и какие мысли вы транслируете вообще массы, как профессионал, да. То есть важно все-таки определиться, вы лидер, наставник, который вдохновляет других, или вы просто пытаетесь угнаться за всеми сразу. Но опять же, согласитесь, чтобы вести за собой людей, все-таки надо иметь тот самый четкий компас внутри себя. И еще я дополню, может быть, кому-то это будет актуально, потому что Юпитер вам тоже дает шанс встретить человека издалека. Возможно, это даже будет иностранец, потому что все-таки и Раху пока еще находится у вас в 7-м доме гороскопа. И вот, возможно, у кого-то из вас даже произойдет венчание, духовная регистрация брака, либо это может произойти регистрация брака с этим иностранцем в другом государстве. У кого-то это также может проиграться как просто, знаете, временное увлечение и какой-то курортный роман, опять же с иностранцем. Но, по сути, вот это легкомыслие, оно актуально только до апреля 2025 года. Потом уже Сатурн на все эти приключения поставит вам блок. Затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в вашем 10-м доме гороскопа. И это отличный период, опять же, для построения карьеры, для каких-то новых достижений, амбиций. И как в профессиональной среде, так и в целом в социальном плане. Это про масштаб, это про авторитет, про влияние. Здесь Юпитер создает вам хорошие условия для достижения успеха в любых своих начинаниях. Но через, опять же, труд, упорство и уважение тех правил, которые созданы системой. То есть тут все-таки необходимо действовать по принятым правилам и, скажем так, как надо, а не так, как хотите вы. Но в любом случае есть хорошие шансы, чтобы получить новую должность, построить быструю карьеру, получить какой-то оглушающий успех, оглушительную славу, да, взять руководство над каким-то новым направлением, например, либо просто расширить зону своей ответственности. И здесь по факту не стоит сидеть и ждать погоды у моря, иначе возможности, они так и останутся возможностями. То есть не бойтесь коммуникации, не бойтесь проявлять себя через речь и общение. И вот, кстати, не исключено, что именно советники, наставники, либо какие-то руководители, либо иные влиятельные люди могут вас протежировать и таким образом тоже повлиять на ваш статус и карьеру. Если у вас имеется какой-то личный проект, то у вас есть все возможности, чтобы заявить о себе, вот, собственно, как о серьезном игроке на рынке и начать уверенно двигаться к вершинам своего успеха. То есть на самом деле вас могут заметить, опять же, за ваши идеи, за ваше умение общаться, за умение правильно доносить свои мысли, налаживать контакты, налаживать какие-то бизнес-процессы и просто процессы. Если ваша работа связана с преподаванием, журналистикой, маркетингом, торговлей, блогингом, вас особенно ждет взлет популярности и признания именно по этим тематикам. Но может быть и такой эффект, что вы немножко распыляете свое внимание.
И вы можете взяться за слишком много дел сразу, рискуя не довести ни одно из них до конца. Поэтому вот как бы по Сатурну вы будете испытывать тяжесть от той ноши, которую вы взвалили на свои плечи. И тут опять же важно сохранять фокус внимания именно на главных целях и не обещать то, что трудно выполнить. То есть лучше пообещайте меньше, но сделайте больше. И это как раз-таки вот точно оценят. В этот период в любом случае у вас становится больше коммуникации, больше контактов, как мы с вами и говорили. И вы можете даже заключить какое-то сотрудничество с иностранцами, с международными компаниями. Либо в целом вы можете создать какой-то международный проект. И так как Юпитер аспектирует 4-й дом гороскопа, значит, что тема места жительства тоже станет для вас крайне актуальной в этот период. И это может проиграться как и рабочие командировки, какие-то рабочие поездки, например, в новый филиал, в новый офис, обмен опытом с международными коллегами, либо даже переезд в какую-то новую недвижимость, если вы ее все-таки приобрели ранее, но у кого-то все-таки еще есть шанс, чтобы приобрести движимое либо недвижимое имущество. Юпитер также аспектирует 6-й дом гороскопа. А это зона, где живут ваши конкуренты, либо какие-то судебные разбирательства возможны, и все-таки проявится необходимость, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому держите руку на пульсе, потому что любое предложение, любые сделки, любые договоренности, конечно же, стоит перепроверять в вашем случае дважды, чтобы в последующем не было проблем и разногласий. То есть, как говорится, доверяй, но проверяй. Но вместе с тем Юпитер дополнительно аспектирует ваш 2-й дом гороскопа. А это значит, что финансовая ситуация, конечно же, обещает быть весьма обнадеживающей. Ваш денежный поток, можно сказать, что будет стабилен, потому что Юпитер все-таки отвечает у нас за большие деньги и изобилие, и он обещает вам и выплату премий, повышение зарплаты, увеличение денежных поступлений каким-то иным способом. Возможно, кто-то из вас найдет еще какую-то подработку и так далее. То есть вот этот период хорош, чтобы не только получать, но и также откладывать деньги в свою кубышку, причем откладывать какие-то даже приличные суммы. И кто-то, например, может заработать даже от разницы купли-продажи либо недвижимости, либо автомобиля. Кто-то может заработать на взаимовыгодном сотрудничестве с другими лицами. То есть у каждого будет своя ситуация. Но сейчас мы с вами еще посмотрим вот тот маленький промежуток времени, когда Юпитер у нас в конце года перейдет в знак зодиака Рак. Это произойдет с 18 октября по 5 декабря 2025 года. И здесь Юпитер будет находиться в 11 доме вашего гороскопа. 11 дом гороскопа – это про новые знакомства, новые связи. То есть круг ваших знакомых, друзей и единомышленников расширяется. Кто-то из вас познакомится с более влиятельными и статусными людьми. Например, это может быть высшее руководство вашей компании, либо это могут быть представители каких-то даже органов власти, либо если вы сами займете руководящую должность, либо создадите, скажем так, собственный бизнес, то у вас, конечно же, будет новый коллектив, вы создадите какую-то свою новую команду, с которой вам в последующем, конечно же, придется работать. Кроме того, и здесь Юпитер опять же благоволит росту ваших доходов, и кто-то из вас, возможно, дождется повышения зарплаты, какой-то приятной прибавки в виде премий. Кто-то найдет для себя, опять же, новый источник дохода, который окажется весьма перспективным. Да и в целом, здесь открывается зеленый коридор на то, чтобы все ваши желания начали исполняться. И в этот период вы словно выходите из тени и можете заявить о себе на весь мир. Это отличное время для того, чтобы расширять свое влияние, скажем так, и в медиапространстве, вести блог, запускать соцсети, публиковаться в СМИ, пробовать свои силы даже на телевидении. И, возможно, судьба заведет вас на какие-то конференции либо профессиональные форумы, где у вас также будет шанс, чтобы блеснуть своим экспертным мнением. А если вы задумываетесь о каких-то собственных мастер-классах, семинарах, то это будет прекрасное время для того, чтобы все ваши идеи нашли отклик у аудитории.
То есть сделки, клиенты, партнерство, рост числа подписчиков, почитателей, все это будет удаваться именно с легкостью. И также в этот период вы можете приобретать какие-то новые знания, проходить какие-то курсы, заниматься самообразованием. Но пятый дом — это у нас не только учеба, но и радости жизни. Поэтому именно в этот период возможно посещение каких-то культурных, развлекательных мероприятий, чтобы, скажем так, и расслабиться, и отдохнуть. Может быть, вы будете какие-то публичные премии получать, где можете взять награду за свою работу. Вы можете запускать новые проекты. Будут в вашей жизни присутствовать новые знакомства, романтические встречи, прекрасное времяпровождение и с друзьями, да и в целом просто прекрасное времяпровождение. То есть все это актуально в этот период. И ваши дети в этот период также могут получить какие-то достижения, награды. У кого-то дети просто станут вашей гордостью. Если у вас же есть свой проект, то, конечно же, он будет приносить благоприятные плоды и не только в плане финансов, но и в целом. И у кого проекта еще нет, то, конечно же, это хорошее время, чтобы запуститься, стартануть. Так что не теряйте зря времени и не теряйте те возможности, которые будет подкидывать вам жизни. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте поговорим о положении Раху и Кету. Это наши с вами такие кармические точки, которые также оказывают сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И до 29 мая 2025 года Раху будет находиться в 7-м доме вашего гороскопа, а Кету в 1-м доме гороскопа. Я всегда начинаю разбор с обсуждения Кету, потому что это та сфера, в которой вам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие, скажем так, своей кармической задачи по Раху. Так вот, самая главная задача для вас — это навести порядок в собственной голове, разобраться в себе, в своих мыслях, в своих эмоциях, в своей самооценке. То есть могут происходить такие ситуации, когда просто внешние обстоятельства, либо какие-то другие люди будут пытаться пошатнуть вашу уверенность в себе, в своей экспертизе, в своем профессионализме. И вот, например, вы трудитесь как пчелка, стараетесь на максимум, вкладываете прям душу в свою работу, а в ответ какие-то нелестные комментарии, осуждения и так далее. То есть ни благодарности, ни похвалы. И, конечно же, в такие моменты может показаться, что вы вообще все делаете зря, либо вы вообще ничего не стоите. Но в таких ситуациях не стоит опускать руки. То есть помните, что ваша ценность, она не зависит от чьих-то аплодисментов. Тем более во второй половине года, действительно, у нас все поменяется, осталось ждать недолго. И в любом случае, конечно же, постарайтесь определить для себя, как с вами можно поступать, по каким правилам должно происходить общение с вами. То есть выстраивайте свои личные границы, иначе все-таки на помощь придет Сатурн и поможет вам, конечно же, сделать это очень и очень насильно. В целом, опять же, тут есть сильные указания, что в период с апреля по май 2025 года вам необходимо обратить внимание на свое здоровье. То есть здесь Вселенная вам словно кричит: друг, пора уже пройти обследование, займись ты уже наконец-то своим питанием, и в целом как-то подлатай свой организм. И когда вот вы разберетесь, собственно, с этими вопросами, приведете свои мысли в порядок, поработаете с самооценкой, определите свою позицию вообще в жизни, тут, конечно же, можно двигаться дальше в сторону построения каких-то отношений, причем как личных отношений, так и деловых. Но тут есть важный момент.
Не приписывайте людям качества, которых у них нет. То есть большие риски, скажем так, попасть в иллюзию партнерства, и вы как будто сразу доверяете вот людям, растворяетесь в них, но потом может быть разочарование. И это может проиграться и в личных отношениях, и в бизнес-партнерстве, и с коллегами, и при найме каких-то сотрудников, помощников по дому, например. То есть без четких границ и правил все просто может обернуться разочарованием. И потом вот Сатурн, он как бы начнет подчищать и ваш круг общения, и вот этих людей из вашей жизни. Поэтому не очаровывайтесь как бы заранее. Но есть также и хорошие новости, то есть у кого-то из вас может наблюдаться и рост клиентов, причем иностранных клиентов, рост новых партнеров, единомышленников, тех, кто разделяет ваши идеи, рост аудитории, да, и у вас в том числе могут появиться какие-то новые одногруппники, если вы проходите обучение. В этот период вы можете прикладывать очень много усилий, чтобы популяризировать свои знания, свои продукты и так далее. У вас появляются новые последователи, подписчики, растет аудитория. Но истинный успех и признание действительно вас ждет немножечко позже. Поэтому, не расстраивайтесь, не зачаровывайтесь и не останавливайтесь. И обязательно будьте начеку, чтобы не дать вот этой популярности вскружить вам голову. Потому что, опять же, за восторженными комментариями, конечно же, могут скрываться и те, кто просто хочет использовать вас в своих интересах. Так что бдите. А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху будет находиться в 6-м доме вашего гороскопа, а Кету в 12-м доме гороскопа. И мы с вами говорили, да, что, собственно, во втором полугодии на вас возляжет очень много обязательств, и будет прям такая движуха и многозадачность, с которой вам придется справляться. И вот по Кету вам все-таки важно навести порядок в своем распорядке дня, потому что есть риск, что вы начнете слишком злоупотреблять своим временем на отдых, либо полностью забудете про это время на отдых и забьете на себя. И здесь вам важно нормализовать свой график, соблюдать режим дня и ночи, стараться избегать каких-то переработок, ночных посиделок. Иначе, по здоровью и по самочувствию вам это 100% аукнется. То есть такая крайность, когда просто работаем до умопомрачения, она действительно может привести вас к банальному и не очень приятному выгоранию. Плюс Раху в 6-м доме тоже будет вас заставлять браться за много дел одновременно, как будто без вас прям ничего не решится, там мир рухнет, и вы все делаете, и, собственно, ваша жизнь, она превращается в такой марафон без финишной черты. И вашими лучшими друзьями становятся и стресс, и выгорание. Поэтому, по Кету все-таки вам жизненно необходимо научиться правильно распределять свою энергию. То есть не расплескивать ее направо и налево, грамотно организовывать свой день, грамотно расставлять эти приоритеты. И да, ваш круг общения, он тоже может пройти определенную, скажем так, санитарную гигиеническую обработку. Те, кто бессовестно крадет ваше время, либо попросту тянет вас вниз, действительно рискуют попасть в какой-то черный список, быть удаленными. То есть ничего личного, как говорится, просто здравый смысл. И есть еще одна тема, которая в этот период действительно может стать для вас актуальной. То есть это духовные практики, это благотворительность. Кто-то из вас может заинтересоваться такими направлениями, как медитация, йога, ченнелинг, ясновидение, работа со своим подсознанием, работа со своей интуицией. Это время, когда вам захочется копнуть немножко вглубь себя, найти ответы не только на насущные вопросы, но и на те, которые вы, в принципе, долго откладывали на потом и в черный ящик. Также помогать другим, проводить исследования, привлекать какой-то международный опыт в свою деятельность. Все это тоже может стать такой неотъемлемой частью для вас в этот период. И, конечно, 12-й дом — это еще и про путешествия, только здесь не просто про какие-то удовольствия, типа поехали на море позагорать,
А здесь вот именно про поездки, которые должны перевернуть ваш взгляд на мир, либо на какую-то ситуацию. То есть вот с помощью этих поездок и путешествий вы тоже можете развивать свое мировоззрение, да, и с помощью этих поездок вы можете искать вдохновение, расширять какие-то горизонты своего сознания, искать успокоение. И кто-то может даже отправиться там в санаторий, в ретрит, в какие-то уединенные места, либо просто вот за границу для перезагрузки, где тебя никто не найдет и никто не будет трогать. И теперь давайте поговорим о Раху в шестом доме. То есть это, мягко говоря, тоже не самое миролюбивое положение. И могут присутствовать такие ситуации и конфликтов, и каких-то судебных разбирательств, какой-то вражды с кем-то, отстаивания своих интересов. Или вас просто может кто-то бесить, раздражать, то есть, например, коллеги. Поэтому вы, скажем так, начнете гармонизировать свой ум-пакетом. Но не исключено, что и у вас на работе тоже могут появиться какие-то тайные враги, завистники. Ну, еще бы, конечно же, такой успех вас ждет в будущем. И в ваш адрес также могут поступать какие-то угрозы. Кто-то будет стараться вас напугать, что-то там предъявить. Вот поверьте, я знаю здесь, о чем говорю. Но тут все-таки важно не превращаться в Дон Кихота, пытаясь вот спасти отношения с теми, кто явно этого не заслуживает. То есть научитесь защищать и себя, и свою позицию четко, конкретно, без лишних слов и сантиментов. И, конечно, вот тема здоровья, это, по сути, будет как лакмусовая бумажка для вашего организма. Если вы будете слишком сильно загружать себя работой и загружать себя какими-то бытовыми делами, тело само по себе просто даст сбой. Поэтому лучше все-таки заранее уделить внимание и профилактике заболеваний, да, и правильному питанию, и какой-то физической активности, регулярным обследованием, и тогда все будет хорошо. И, конечно же, не забывайте про циркадные ритмы, да, потому что это не просто слова, а это все-таки важный инструмент, который поможет вам быть более производительными и активными. И также Раху аспектирует ваш 10-й дом гороскопа. Ну, естественно, это без сомнения подтверждает, что все ваши труды, старания однозначно не пройдут зря, и у вас есть большие шансы, чтобы, скажем так, пойти в масштаб, усилить свое влияние именно в той сфере, в которой вы работаете, стать авторитетной личностью, получить какую-то новую должность, ну, по крайней мере, вы с головой будете в это уходить и будете максимально стараться это сделать. И действительно, этот аспект может затронуть не только профессиональный, но и ваш личный статус. Например, тот, кто был холост, может оказаться в браке. Те, кто уже прошел через семейные отношения, могут решить окончательно как-то их завершить. Либо кто проживает за рубежом, может получать там новое ВНЖ, подаваться на гражданство и так далее. То есть в любом случае возможности изменить статус, причем не только профессиональный, имеются у всех. И, кроме того, Раху также аспектирует 2-й дом гороскопа, и, с одной стороны, он нам еще раз подтверждает, что вы действительно можете быть вовлечены в какие-то семейные вопросы, семейные дела. Ну, вам, возможно, придется принимать такое активное участие и помогать своим родителям справляться с какими-то суперважными задачами. И, конечно же, 2-й дом — это у нас сфера денег, да, и вам, естественно, как и многим, тоже хочется увеличить свои доходы, и вы будете искать новые источники заработка, либо продумывать, как правильно инвестировать деньги, чтобы вот ваши сбережения, опять же, росли, и, может быть, для кого-то это действительно будет шанс, чтобы заняться инвестициями. Кто-то просто начнет, например, откладывать деньги, ну, либо в банк на более выгодных условиях, либо под подушку и так далее. В любом случае способов для увеличения финансовых поступлений предостаточно, и вам необходимо, скажем так, в них разобраться. Но хочу вас предупредить, что такой Раху еще может давать резкие желания касательно трат и какого-то вот прям материального накопления. И, например, сначала вы можете откладывать и не тратить свои деньги, а потом просто в один момент вас как понесет, и можете спустить прям все, что отложили. И давайте перейдем теперь к рассмотрению ретроградности планет. То есть это такие у нас специальные периоды, когда планета немножко замедляется по функциям, по действиям того, что она выполняет, да, чтобы немножко вернуть нас назад и пересмотреть пройденный опыт, исправить те ошибки, которые есть.
То есть ретроградные планеты, они помогают нам вернуться к старым задачам, навести там порядок, выработать новую структуру, новую модель поведения и так далее. И вот, собственно, вы видите сейчас на слайде периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. В эти даты они, естественно, будут затормаживать немножко свои благоприятные обещания, которые мы с вами уже рассматривали в этом видео, и, конечно же, будут давать вам дополнительную работу над негативными обещаниями своими, чтобы вы переделали какой-то подход, пересмотрели какие-то взгляды. И, собственно, Сатурн учит нас переоценить обязательства, структуру. Он заставляет посмотреть своим страхом в лицо, исправить то, что вы либо давно боялись делать, либо пойти туда, где вас все-таки ждет рост, выработать какую-то новую стратегию, новые подходы. И также Сатурн учит быть вас терпеливыми, выносливыми, правильно давать оценку своему пути, своим ресурсам, времени для достижения своих целей и так далее. А вот ретроградный Юпитер — это немного другая энергия, потому что он заставляет пересмотреть на свои цели, убеждения, принципы, ценности в более глобальном плане. То есть он как тот философ, который задает вопросы: ну а зачем ты это делаешь, да, а какие смыслы за этим стоят, а действительно ли ты этих целей хочешь достичь или там каких-то других, давай мы с тобой все пересмотрим, переделаем и так далее. Также вы видите на слайде период ретроградности Марса. То есть мы его как раз сейчас с вами и проживаем. И это время, когда надо замедлиться и задуматься о том, как вы тратите свою энергию и куда ее направляете. Марс у нас отвечает за действия, инициативу, достижения, борьбу, конкуренцию. И, собственно, в период ретроградности, к тому же он сейчас еще и в падении, его огонь просто гаснет. И тут важно пересмотреть тактику своих действий, именно тактику, и понять, что вы делаете, каким образом вы делаете, как вы это должны делать по-другому. Также вы видите периоды ретроградности Венеры, то есть это планета любви, красоты, творчества, наслаждений. И, естественно, Венера заставляет нас немножко помечтать, переоценить свои отношения, посмотреть на них под другим углом, помечтать о каких-то идеальных отношениях. То есть это время исправления ошибок и во взаимодействии с другими людьми, если вдруг остались какие-то незакрытые вопросы. И это тот самый популярный период, когда возвращаются все бывшие. И, возможно, даже у кого-то из вас возникнут старые чувства. Но это все-таки придется определиться, а нужны ли вам эти отношения или все-таки нет. Но я не рекомендую начинать отношения в этот период, потому что они могут завершиться так же быстро, как они и начались. И также вы видите на слайде, когда Меркурий будет ретроградным, это самый известный герой ретроградности, и его ретроградность наступает, как правило, 3 раза в год. Меркурий отвечает у нас за коммуникацию, информацию, технологии, и когда он становится ретроградным, вот во всех этих сферах могут возникать сбои. То есть письма теряются, техника выходит из строя, договоренности нарушаются, все планы рушатся. Поэтому в ретроградный Меркурий рекомендуется все перепроверять по несколько раз. То есть перепроверять все свои договоренности, уточнять, а правильно ли вы друг друга поняли, правильно ли вы друг друга услышали, те ли мысли вы донесли, перепроверять документы, которые вы оформляете, которые вы подписываете. Ну, естественно, как бы обдумывать с разных сторон все свои идеи и мысли. И начинать какие-то новые проекты, подписывать документы, путешествовать куда-то, трудоустраиваться на работу в ретроградный Меркурий однозначно не рекомендуется, потому что такого рода и сотрудничество, и договоренности продержатся абсолютно недолго. И эту информацию мы, конечно же, с вами более детально рассмотрим еще в видео с астротенденциями на месяц, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее и переходим к теме затмений. Я думаю, что те, кто интересуются астрологией, тоже на просторах интернета уже не раз слышали, как астрологи страшат этими коридорами затмений, но на самом деле их бояться абсолютно не стоит. В 2025 году у нас с вами будет именно 2 коридора затмений, одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений у нас ровно 2 недели, и это своего рода проверка и экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь по жизни. То есть
Тот ли опыт вы перенимаете? Опыт надо перенимать тот, который мы обсуждали по Раху, Кету, Сатурну и Юпитеру. Если не запомнили, еще раз пересмотрите, пожалуйста, эти видео. И вот, собственно, коридор затмений, он как бы будет устраивать проверку и чуть что внешними обстоятельствами направлять вас, скажем так, на путь истинный. Но вернемся, собственно, к нашим коридорам затмения 2025 года. И весной коридор открывает у нас лунное затмение 14 марта в знаке Льва, закрывает коридор солнечное затмение 29 марта в знаке Рыб. Осенний коридор у нас открывает лунное затмение 7 сентября, но уже в знаке Водолея. Закрывает его солнечное затмение 21 сентября, но уже в знаке Девы. Значит, смотрите, обязательно пометьте себе эти даты, потому что я все-таки рекомендую ничего важного, супер важного из серии там важных встреч, важных поездок, важных покупок все-таки в эти даты не планировать. Иначе вы об этом, можете пожалеть. Причем я вам рекомендую взять еще дополнительно диапазон 3 дня до 3 дня после. И этот период, он может быть в том числе немножко эмоциональным. У кого-то он будет эмоциональным, кому-то будет все равно. Но, тем не менее, старайтесь держать себя действительно в руках и не поддаваться на те провокации от других людей и от каких-то жизненных обстоятельств, которые будут складываться в вашей жизни. Теперь мы с вами наконец-то добрались до разбора ключевых сфер. Это личная жизнь, здоровье, карьера и статус и деньги. И сейчас мы с вами посмотрим, в какие даты для вас есть все-таки тенденция взлета и благополучия, а в какие даты стоит быть максимально аккуратными. Но я обращаю ваше внимание, что это все-таки общие тенденции, и у каждого из вас ситуация может складываться абсолютно по-разному, и у кого-то ваш личный гороскоп либо ослабит влияние вот этих периодов, либо, напротив, подтвердит, что да, это событие придет сполна. Итак, личная жизнь. Вы видите у нас два блока. Один из них — это процветание. Само собой понятно, что это очень благоприятные периоды, когда прям отношения идут в гору, все складывается гладко, и партнер радует, доставляет какие-то приятные моменты во взаимоотношениях. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, конечно же, такие периоды хороши для новых знакомств, для налаживания связей, которые в том числе могут перерасти во что-то более серьезное. Кто-то даже может узаконить свои отношения в этот период времени, либо сделает предложение своей второй половинке. То есть в целом это период романтики, наслаждения и каких-то еще иных любых важных событий по теме личной жизни. Во втором блоке, собственно, прописаны даты, когда может произойти какая-то разлука с партнером, либо расставание, либо иная неприятная стрессовая ситуация может произойти по сфере личной жизни и в жизни партнера. И в этот период все-таки важно проявить заботу и поддержать своего близкого человека, если вы, конечно, хотите сохранить эти отношения, то есть избегайте конфликтов и провокаций, которые будут появляться в вашей жизни. Далее мы переходим к теме здоровья, то есть вы видите периоды, когда необходимо пройти обследование, проверить свой организм, помимо того, что мы до этого говорили в видео. И этот период также может указывать на снижение активности вашей повседневной жизни, и здесь тоже благоприятно сосредоточиться на себе и уделить внимание своему самочувствию, как-то помедитировать и отстраниться от внешней суеты. Далее, лечение, то есть это вероятные даты, когда у кого-то из вас могут обостриться заболевания, понадобится медикаментозное лечение, либо вы можете проходить и принимать препараты для профилактики. И есть очень потенциально сложный период, когда возможны стрессовые ситуации, ухудшение морального состояния, могут произойти какие-то нежданно-негаданные события, которые повергнут вас в шок, и здесь вы можете переживать и эмоциональные потрясения какие-то, и травматизацию тела и так далее. И в этот период особенно важно быть аккуратными и быть начеку. Далее, давайте обсудим теперь тему карьеры и статуса, потому что здесь речь идет не только о профессиональной деятельности, но и о каких-то социально значимых показателях вашей жизни. То есть какие это могут быть показатели? Оформление каких-то
там, важных документов, получения вида на жительство, гражданства, брака, развода. Это могут какие-то быть иные достижения, которые влияют на ваш статус в обществе. И на слайде вы видите благоприятное время для роста и процветания в этих сферах. В этот период вы можете попросить, например, повышение, вы можете устроиться на новую работу, вы можете запустить бизнес, оформить какие-то важные документы, где-то зарегистрироваться и так далее. И, соответственно, второй раздел — это более напряженные периоды, когда прям внешние обстоятельства и люди вокруг вас могут создавать вам трудности и проблемы, могут происходить какие-то задержки, конфликты, например, на работе, либо конфликты в каких-то структурах, когда вы будете проходить 7 кругов ада, да, вас будут как-то там мутожить, вставлять вам палки в колеса. У кого-то это может быть, опять же, период увольнения, либо там проверок, развод, ну, любые задержки и в оформлении документов, и в легализации, ну, какие-то кризисные ситуации, которые будут портить ваш статус и репутацию. И теперь мы переходим к еще одному важному слайду, это тема финансов, потому что деньги в нашем гороскопе не всегда напрямую связаны с нашей занимаемой должностью и нашей деятельностью. И, конечно же, вы видите даты, которые, опять же, указывают периоды финансового роста и процветания. В эти даты вы можете получить какой-то дополнительный доход, причем он может приходить из абсолютно разных источников. То есть, ну, кто-то может что-то выгодно продать, кто-то может получить премию, кто-то может получить повышение зарплаты, кто-то может устроиться на подработку, у кого-то прям выручка в бизнесе рванет в этот период. Ситуации могут быть разные, ну, либо кто-то вам просто одолжит денег. Откуда-то они все равно придут. И также в разделе потери и траты вы видите даты, когда, ну, следует быть более внимательными к своим деньгам. Потому что, с одной стороны, если вы планируете, ну, скажем так, куда-то вкладывать большую сумму денег, на что-то тратить, это абсолютно нормально. Но если вы не планировали, и вообще, вот прям не планировали, могут возникать какие-то спонтанные, не всегда приятные даже траты. Это могут быть какие-то штрафные санкции, либо это может деньги понадобиться на ремонт чего-то. То есть, ну, какие-то спонтанные траты, которые вы не планировали, произойдут в этот период. Поэтому, друзья, таким у нас с вами получился прогноз для восходящих дев на 2025 год. Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!